Друзья, это футбол. Не всегда сборная Грузии побеждает. Впервые за 6 матчей сборная Грузии вообще ни одного гола не забила. Хотя, наверное, могла много забить. Проиграла спустя 2 матча. Но, тем не менее, игра достойна. И давайте сейчас в этом небольшом видео разберемся вообще, что происходило сегодня на поле в матче Украина-Грузия. Это свеженький обзор. Лига наций. Украина-Грузия. Погнали! Матч между сборными Украины и Грузии закончился со счетом 1-0. Сборная Украины победила. Ну, вы знаете, я призвал бы вас прежде всего сейчас как-то не расстраиваться, не горевать. Пожалуйста, таблица. Грузия по-прежнему на первом месте. Одно поражение в 3 матчах не так страшно. Во-первых, еще Украина сейчас домой приедет, еще сейчас Албания в Грузию приедет. Все еще можно исправить. Ну и давайте поговорим о том, что в матче вообще происходило. Такой, знаете, прямо экспресс-анализ. Я его записываю буквально через 5-10 минут после финального свистка в матче. Вот у меня есть такая тетрадочка. Сегодня я решил, знаете, основательно подойти к делу. И все здесь записывал, вообще все события матча, которые происходили. Но мне хотелось бы начать не с этого. Знаете, футбол — это вещь, которая состоит из 2 сторон. Эмоциональной и какой-то такой, знаете, интеллектуальной, тактической. Вот мне хотелось бы сейчас такой некий эмоциональный слепок сделать. Может быть, вы сравните его со своими эмоциями от этой игры. Во-первых, вот финальный свисток, что мне запомнилось? Первое, это вообще как сборная Грузии играла. Знаете, такое ощущение, что Украина как будто бы переоделась в сборную Грузии, ну не в плане того, как она выглядела в плане формы, а в плане того, как она играла. Обратите внимание, вообще владение мячом, вот эти контратаки резкие, вот это же все было наоборот, да, то есть Грузия, привыкшая играть на контратаках, привыкшая отдавать мяч, здесь она оказалась совершенно в другой ситуации, и мне кажется, это такой был главный вызов для команды Саньоля, потому что, ну, по сути, большую часть матча Грузия играла первым номером, да. И было интересно на это смотреть. Меня в этом плане больше всего, конечно, впечатлило, как вообще грузины держались за мяч. Как вот они его ценили, как они его контролировали, вот эта культура пас. Не знаю, можно ли сказать, что Вилли Саньоль привил это команде, или же, знаете, просто вот некий прогресс команды и личный прогресс игроков к этому привел, но это было просто одно удовольствие смотреть, но из этого вытекают и другие факты. Во-первых, давайте восхитимся Чеквитадзе. Вы посмотрите на его статистику, но, знаете, дело даже не в цифрах. Я когда весь матч смотрел, я просто восхищался. Вы видели, он просто вот, знаете, как на каком-то болиде Формулы-1 постоянно убегал от защитников Украины. Те за ним хватались, знаете, как за репку, держали его, тянули, а он бежит себе, и он даже не оборачивался, понимаете? Судья свистит, ну тогда ладно, Чакви остановится, он даже не обернется, не посмотрит, не начнет, тем более, что там просить фол какой-то. А судья, между прочим, 2 желтых карточки таким образом показал. И мне кажется, вот этот вот навык Чеквитадзе, закрывать мяч корпусом, убегать, ну это просто одно удовольствие смотреть. У меня просто нет сомнений, что он в АПЛ еще появится. Я, если честно, вот сегодня прям так пристально за ним следил, и действительно это было одно удовольствие. Еще один футболист, за которым я следил, ну и так получилось, что он тоже часто брал игру на себя и искал какие-то креативные такие решения. Вот знаете, мне понравилось, что сборная Грузии, она вот не играла бей-беги, да, вот, например, украинцы очень прессинговали, особенно в первом тайме, особенно в начале при счете 0-0, и вот не было вот этого, знаете, лишь бы куда-то выбить. И вот, к сожалению, то, что мяч так не выбивали, оно в итоге и сыграло злую шутку. Вот в первом тайме было 3 эпизода у Качарашвили, когда он попытался как-то технично мяч прикрыть корпусом, соперника обыграть, в ножку своему отдать. В итоге один из этих эпизодов закончился потерей, но там обошлось. Второй эпизод закончился фолом украинской команды. И вот 3-й эпизод, ну вообще поле, конечно, поганое было, давайте скажем прямо. И вот нога поехала у Качарашвили, он в итоге на газон упал, пошла быстрая атака, Мудрик там один, я не знаю, как он вообще всех обвел, ото всех убежал. Каша вроде бы мог что-то там сделать, но испугался, видимо, совершить фол, может даже и пенальти заработать, хотя Мудрик вроде в штрафную не входил, он так вдоль нее пробежал и мощно зарядил в дальний угол. Мамардашвили прыгнул вообще от души, там вложился в этот прыжок, но нет. И вот так счет был открыт. И вот знаете, я вот последующие минут 20-30 смотрел как личную драму Качарашвили, благо, что режиссеры трансляции, они тоже очень это классно показали. Ну, во-первых, они показали уже сразу же эпизод, когда Качарашвили упал, и вот он лежал на газоне, знаете, уже так повернулся посмотреть, может, он понимал, что он не успеет к эпизоду, но он смотрел, чем это все закончится. И вот когда
пропустили, вот так вот он сделал. Наверное, ужасно ему было обидно. И вы знаете, весь первый тайм я видел, как он хотел исправиться за этот эпизод. И иногда это вот даже ему мешало. Есть такая черта, наверное, не только у грузин, ну, не знаю, у людей, которые есть у человека совесть, да. Ошибся, надо исправиться. И вот мне кажется, это даже сыграло какую-то злую шутку, потому что Качарашвили потом очень много брал на себя. И там, знаете, был эпизод, когда Хвича ему покатил. И там вот на другом фланге там стояли и Китаишвили, и Микаутадзе. Ну, можно было им катнуть, и более была бы выгодная позиция, но нет, вот Качарашвили хотел забить, очень хотел, в итоге он ударил очень вообще мимо совершенно, да. И в итоге Саньоль уже по ходу второго тайма это почувствовал, еще после желтой карточки Качарашвили поменял, и вот такая личная драма закончилась грустно, да, Качарашвили исправиться в этом матче не сумел, но я все-таки в следующей игре его обязательно поставил стартовый состав. Ну, кстати, что касается стартового состава сборной Грузии на этот матч, обратите внимание, уже который матч, вот начиная с игры с Португалией, вот, как говорится, победный состав не меняет. С Испанией победы не было, но вот, знаете, вот эти 4 матча подряд одни и те же люди появлялись на поле и, в общем-то, неплохо справлялись. С Испанией это тоже все было хорошо до какого-то момента. И вот Саньоль на этот же матч против сборной Украины поставил тот же состав. Ну и вот, наконец-таки, не получилось у команды выиграть и даже забить. Я думаю, что назрели некие перемены и, знаете, наверное, здесь стоит обратить внимание на отсутствие игровой практики. Вот, например, если взглянуть на Софаскор, знаете, опять же, это все цифры, но было заметно, что те же Качарашвили, Микаутадзе, их статистику я сейчас вам покажу, они получили одни из самых низких оценок вообще во всей команде. И дело даже не в оценках, а вообще в их действиях. Вот Микаутадзе в первом тайме, он прям, знаете, вкатывался в игру, это было видно. Там украинцы просто его пару раз с ног сбивали, просто он как будто, знаете, не мог понять вообще, куда он попал. Потом, да, вкатился, но в конце, знаете, вот уже было обратное. Вроде бы он почувствовал игру, вроде бы что-то у него начало получаться. Но вот вы помните тот эпизод, когда он там завозился с мячом? Да, дриблинг прекрасно, один раз убрал, второй, третий. Ну, ребята, это же концовка матча, надо бить поворотом, надо забивать. Там он, конечно, увлекся. И вот ощущение, что вот Микаутадзе вот это чувство игры немного не хватило. Ну, я уж, конечно, не буду умалять достоинства и украинской команды, которая технично, как я уже сказал, в шкуру сборной Грузии так вот оделась. И не было где разбежаться. Хотя отметим, что и Чиквитадзе, и Хвича, они вполне находили этот простор, создавали моменты. Моментов было немало, но, знаете, такого какого-то прям супер яркого эпизода не было. Разве что вот этот гол, который в концовке отменили из-за офсайда, ну, там офсайд был, как бы, здесь что уж говорить. Замены, которые провел Саньоль, ну, что про них сказать, наверное, они назревали, может быть, я бы еще Микаутадзе поменял. Ну, например, то, что Давидашвили вышел вместо Качарашвили, мне кажется, это было вполне логичным. Я вам уже сказал про вот эти какие-то личные обстоятельства, которые мешали уже потом Качарашвили играть, это было заметно. Плюс Зорико на неком подъеме. Ну, у меня ощущение лично, что ему не хватило времени. Вот, знаете, есть тренеры, которые вот ждут до последнего, когда их состав сыграет, но вот когда они уже понимают, что нет, что-то надо менять, и в итоге, к сожалению, эти замены очень поздно происходят, когда уже мало что можно изменить. Ну, наверное, знаете, вот такие впечатления от матча. Повторюсь еще раз, что ничего не потеряно, украинцам эта победа была нужнее. И, как говорится, пусть и на их улице будет праздник, но а мы сегодня немного побережем глотки, побережем нервы, потому что в понедельник матч Грузия-Албания в Тбилиси. И вот здесь вот уже, конечно, победа нужна. Хотя албанцы, они опять проиграли. И вот уж у кого действительно теперь сложная ситуация. Хотя, знаете, 6-6, 3-3 такая равная ситуация практически в группе. Так что дальше все возможно. Ну, давайте немного обратимся к моим записям, что еще яркого у нас было в матче. Ну да, интересно, в первом тайме был эпизод, когда игра остановилась из-за того, что выключили свет. 6-7 минут команды не играли. Наверное, немного это сбило темп. Там Вилли Саньоль говорил футболистам двигаться, чтобы какой-то тонус не потерять. В итоге стояли все, смотрели друг на друга. Ну, потом игра возобновилась, и все окей. Ну и газон. Вот давайте отдельно скажем про газон, потому что какой-то он был проблемный. Вы видели, сколько люди катились на нем. Вообще, когда были крупные планы, прям ужасно было на него смотреть. Дерн прям отрывался, футболисты часто подскальзывались.
И вот какие-то рывки порой не удавались, потом вот остановки мяча, развороты атаки. С этим тоже были проблемы. Но я повторюсь, в целом я доволен тем, как сборная Грузии мяч контролировала, как они им дорожили, как они вообще передвигали атаки с одного фланга на другой. За этим было действительно приятно смотреть. Ну и вообще, знаете, это не был матч условного какого-то фаворита там, в качестве сборной Украины, да, и какого-то аутсайдера или выскочки. Это реально была игра двух равных команд. И вот я думаю, что этому тоже можно сегодня порадоваться. Поэтому давайте за сборную Грузии Сакартвело Галмаджос. Да, еще, наверное, стоит сказать пару слов про Китаишвили, который, в общем-то, как всегда, был в порядке, раздавал передачи. Он, собственно, вообще лучший в составе сборной Грузии. Его эти ассисты прекрасные. Вполне можно было и с этих передач забить, но вот чуть-чуть не повезло сборной Грузии, ну, не всегда же, не в каждом матче забивать. И еще один любопытный ассист выдал Георгий Мамардашвили со своей половины. Знаете, его, опять тоже вот так вот, не знаю, как правильно это называется, но вот боковым ударом мяч выбил вперед, такой пласирующий пас, и Микаутадзе за мяч зацепился, там вообще к нему нет вопросов, хорошо убежал, хорошо пробил, но вот тоже чуть-чуть не попал, но вот такой опасный предголевой пас у Мамардашвили был, но, к сожалению, тот эпизод голом не закончился. Ну и, кстати, буквально через несколько минут после этой атаки там уже Мамардашвили потащил. Тоже такая, знаете, была дурацкая потеря. Мудрик мячом завладел. Там началось все с такого сомнительного штрафного. И дальний, мощнейший удар Мудрика под перекладину. И, вы знаете, Мамардашвили, падая как-то рукой, чудом успел этот мяч вытащить. Но это был очень классный сейв. Пожалуй, наверное, такой единственный, прямо запоминающийся в матче. Ну, если говорить еще про Китаишвили, был еще один любопытный эпизод на 79-й минуте. Тоже получил он мяч на линии штрафной, убежал от защитников и сбили его. Казалось, вначале бы, ну, пенальти же, но нет, на линии штрафной был этот фол. Хвича подошел к мячу, попал в стенку, к сожалению, реализовать этот момент не получилось. Знаете, после 80-й минуты уже такое чувство появилось, что как будто бы грузины, знаете, так вот все бросились вперед, уже силы начали команду покидать, и вот уже эмоционально последовали удары значительно далеко от площади ворот, там как Абадзе бил, Зивзивадзе, кстати, на поле появился, неплохо вписался тоже, но вот, к сожалению, забить так и не получилось. В общем, вот так закончился этот матч. Сборная Грузии проиграла 0-1. Я напомню, что вся борьба еще впереди. Ну, а у нас такая новая рубрика бонусом. Хотелось бы сейчас представить вам небольшой отчет о матче сборной Армении, который проходил вчера. Я знаю, что у нас есть зрители из Армении. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите в комментариях, если вы хотите отдельные выпуски про сборную Армении. Обязательно над этим поработаем. Пожалуйста, небольшой ревью от нашего сегодняшнего эксперта по матчу Фарерские острова Армения. Всем привет! По матчу сборной Армении против Фарерских островов в гостях сыграли 2-2 в третьем туре Лиги наций. Команда Александра Петракова на последних минутах отыгралась, в самой концовке забил Горман Вилян. Можно сравнить эту игру с прошедшим матчем с Северной Македонией, когда также не было игры, не было креатива, не было созданных моментов, и команда играла непонятно во что. В этой игре было очень важно победить, чтобы иметь шансы победить в группе. Сейчас у сборной Армении победа и ничья. Это было важно очень победить именно для Петракова, потому что у него заканчивается контракт в ноябре, и, насколько мы все знаем, его контракт будет продлен по итогам Лиги наций. Сам Александр Васильевич в пресс-конференции уже заявлял, что перед ним стоит задача победить в группе. Но это не самое важное. Мы видим разные аспекты, почему вчера сборная не смогла выиграть. В первую очередь искусственное поле. Многие игроки не привыкли там играть. Второе, отсутствие одного из лидеров. Не было Эдуарда Спиртяна. Сборная не играла тот самый футбол, что ждут болельщики. Например, можно вспомнить, что пару лет назад сборную возглавлял Хоакин Капорос. Его, конечно, уволили по делу, заслуженно, в конце тренер уже поплыл. Но в теории были уже моменты заготовки, видно было, что это тренерская работа. Игра во втором тайме на угловых, то есть специально разыгровки со стандартов. Это, то есть специально уже было видно, как тренер над этим старался, тренерская заготовка. Самое главное, надо отметить, что Петраков из сборной убрал Барсияна, который на тот момент был лидером сборной.
убрала не по футбольным причинам, что игрок нарушает климат, дисциплину. Возможно, это правильно по всем футбольным причинам, что тренер убирает игрока, который нарушает дисциплину. Но когда у тебя сборная раз за разом страдает, нет лидера, который будет тащиться с собой, то тут уже вопрос возникает, почему обратно не вернуть, почему не решить вопрос за столом. Но мы видим, что Петраков человек принципиальный, он свое слово держит и не возвращает его. Но я бы хотел еще раз вернуться к матчу с Фарерскими островами. На пресс-конференции Александр Петраков заявил, что никого не стоит обвинять, хотя он обвинил Георгия Рутюняна и Гранта Леона Рануса. Но тренер не сказал, что это матч его поражение, что это он проиграл. Мне кажется, это очень странно, и это у многих вызвало большие вопросы. Впереди матч с Македонией, посмотрим, как что будет. Однозначно, без каких-либо сомнений, Александр Петраков должен покинуть свой пост после Лиги нации. И сборную должен возглавить какой-нибудь молодой европейский тренер. То, что сейчас нужно сборной Армении, мне кажется. Прошло 17 матчей, как Петраков возглавил сборную Армению. Это был март 2023 года, игра с Турцией, где он дебютировал. С этого времени уже можно сделать какой-либо вывод. 4 победы с 17 матчей, 2 победы над Латвией, Казахстан в товарищеской игре и Уэльс. То есть за 17 матчей можно отметить только реальную победу над Уэльсом и игры, где сборная билась и показывала футбол. Турция, Хорватия. Ну, и последнюю игру с Латвией я вообще не хочу говорить, потому что там Латвия была просто убита. Они вообще не играли в футбол. Это был Норик Серобян. Спасибо ему большое за такое мнение по матчу сборной Армении. Ну а заканчивая выпуск, я еще скажу пару слов про молодежную сборную Грузии, которая вчера играла против сборной Швеции. И знаете, тоже был такой упорный матч. Но опять проиграли сами себе, забили первые, потом какие-то нелепейшие голы, там просто отдали мяч сопернику. Сначала со стандарта пропустили несколько рикошетов, потом отдали мяч сопернику. Ну и там тоже был дальний удар. Кстати, очень похоже на гол Мудрика. Но единственное, что Мудрик мячом завладел после такой ошибки Качарашвили. Хотя, в принципе, тоже, да, гол родился из ошибки. И вот молодежная сборная тоже похожим образом пропустила. Потом уже пропустили третий во втором тайме. Но забавно, что молодежный футбол, он такой непредсказуемый, что шведы сами себе забили. Представляете, защитник отдал вратарю, тот не смог обработать, и 2-3. И вот там тоже до конца давили, но не получилось. 2-3 проиграли. И теперь, к сожалению, судьба молодежной сборной Грузии находится в руках Нидерландов. Молодежная сборная этой страны уже попала на чемпионат Европы. И вот сейчас заключительный матч в рамках отбора будет играть против Швеции. И вот если Нидерланды Швецию обыграют, или в ничью хотя бы сыграют, то Грузия в случае победы в своем домашнем матче против Северной Македонии вполне может на это второе место заскочить. Но ждем вторника, ждем этих матчей, когда все решится и для молодежной сборной Грузии. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Надеюсь, что вы поставили лайк, подписались на канал. Ну что же, это футбол. Давайте не будем расстраиваться. Есть победы, есть поражения. В любом случае, продолжаем болеть за сборную Грузии. Ждем понедельника, ждем матча против Албании. Я точно так же буду болеть в этой футболке. Все конспектировать вот в эту тетрадку. Надеюсь, что вы тоже будете смотреть внимательно. Ну и, конечно же, превью перед игрой обязательно мы тоже выпустим. Поэтому продолжаем болеть и верить. Все у этой команды еще впереди.